1848 год. Прошло более 3 десятилетий после поражения Наполеона Бонапарта, но тень его и французской революции все еще нависает над Европой. Венский конгресс 1815 года стал триумфом реакционных сил. Великие европейские державы – Великобритания, Франция, Австрия, Пруссия и Россия – обязались действовать сообща, чтобы не допустить новых революций. Радикализм и республиканизм не должны были вновь нарушить мир в Европе. Канцлер Австрии князь Клеменс фон Меттерних считается архитектором этого нового консервативного порядка. Некоторые историки называют его системой Меттерниха. И все же, в Европе есть немало людей, для которых идеалы французской революции остаются не кошмаром, а вдохновением. Либералы стремятся к личным свободам и гражданским правам, таким как равенство перед законом, защищенным Конституцией, свободной прессой и регулярными выборами. Националисты разделяют эти цели, стремясь в Италии и Германии к национальному объединению или в многонациональной Австрийской империи к большему признанию, автономии и уважению языка. Поляки по-прежнему стремятся к восстановлению независимой Польши и в 1830 году подняли одно кровавое восстание против России. Их дело поддерживают либералы по всей Европе. В большинстве стран либералы и националисты сталкиваются с драконовскими законами о цензуре, арестами тайной полиции, запретами на политические партии и собрания. Но всегда есть лазейки. Во Франции частные банкеты превращаются в политические собрания. В Италии научные общества обсуждают политику. В Германии – гимнастические кружки. В этих либеральных движениях преобладают представители среднего класса. У них есть свои собственные местные и национальные программы, но вместе с тем много общих ценностей и целей. Они полны энтузиазма, организованы и ждут своего часа. Но не только средние классы хотят перемен. К 1848 году рост численности населения и цен на продовольствие привели к голоду, нищете и социальным волнениям по всей Европе. Низкая заработная плата и голод заставляют крестьян все чаще устремляться в города, где они становятся дешевой рабочей силой, обеспечивающей растущие темпы индустриализации. Они живут в трущобах и работают по много часов в ужасных условиях, если им удается найти работу. Растет число насильственных протестов рабочих и крестьян. Неурожаи и картофельная болезнь усугубляют ситуацию, приводя к смертельному голоду в Ирландии и голодным бунтам во Франции. Перед лицом таких кризисов европейские правительства не оказывают никакой поддержки и даже не дают надежды на проведение реформ. Когда премьер-министру Франции Франсуа Гизо возражают, что во Франции могут голосовать только 0,5% самых богатых, он лишь отвечает: «Богатейте». Зимой 1847-48 годов резкий экономический спад лишает работы еще тысячи людей. Необходимость реформ назрела как никогда, но европейские правительства бездействуют. Создаются предпосылки для европейской революции. На юге Италии, в королевстве обеих Сицилий, правит король Фердинанд II, представитель испанской династии Бурбонов. В результате катастрофических аграрных реформ против него объединились сицилийские землевладельцы и крестьяне.
Именно в его королевстве произойдет первая революция 1848 года. На Сицилии разъяренные толпы изгоняют бурбонские войска из Палермо, и остров провозглашает независимость, принимая либеральную конституцию 1812 года. Революционный пыл перекинулся и на материк. Массовые митинги в Неаполе вынуждают короля Фердинанда утвердить собственную конституцию. В Сардинии и Пьемонте угроза революции вынуждает короля Карла Альберта принять конституцию, и на улицах Турина начинаются торжества. По другую сторону границы, в австрийском ломбардо-венецианском королевстве, итальянские националисты поднимают восстание в Милане и Венеции и изгоняют австрийские гарнизоны. Но как бы ни были драматичны эти события, их скоро затмят новости из Парижа. После июльской революции 1830 года во Франции правит Луи Филипп, так называемый король-гражданин. Он более умерен, чем его предшественник из династии Бурбонов Карл X, но выступает против дальнейших реформ, несмотря на нарастающий экономический кризис. Его премьер-министра Франсуа Гизо ненавидят. Когда он запрещает банкеты, которые на самом деле являются собраниями оппозиции, разъяренные толпы маршируют по Парижу, скандируя «Долой Гизо! Да здравствует реформа!». Гизо подает в отставку. Но этого оказывается недостаточно. Беспокойные войска открывают огонь по толпе. Убито 52 мирных жителя. Луи Филипп теряет контроль над столицей, и, когда толпа приближается к дворцу Тюильри, отрекается от престола и бежит в Англию. Формируется новое временное правительство, и новый министр иностранных дел Альфонс де Ламартин объявляет из гостиницы «Отель де Виль» «Республика провозглашена». Монархия во Франции пала всего за 3 дня. Новость передается по Европе по новой телеграфной системе. Эффект потрясающий. Семидесятипятилетний австрийский канцлер князь Меттерних одним из первых получает информацию о революции в Париже. Начальник полиции уверяет его, что в Вене ничего подобного произойти не может. Но 13 марта около 4000 студентов, вдохновленные парижскими новостями, маршируют к зданию Ландхауза, здания собрания, и силой врываются внутрь. Происходит столкновение с войсками, которые открывают огонь и убивают 4. Венские рабочие встают на сторону студентов. Большая часть враждебности толпы направлена против Меттерниха. Когда Государственный совет предлагает ему уйти в отставку, Меттерних смиренно соглашается и отправляется в изгнание в Англию. Завершилась одна из самых выдающихся политических карьер в истории Европы, длившаяся 40 лет. Император Фердинанд страдает эпилепсией и дефектом речи и ведет себя в основном пассивно. Но когда его совет объявляет о проведении выборов в парламент, который должен разработать конституцию, толпы людей приветствуют его на улицах. Тайная полиция сбавляет активность. Цензура смягчается. Народ Вены торжествует. События вдохновляют и националистов внутри Австрийской империи. В венгерском парламенте политик Лайош Кошут произносит пламенную речь, в которой осуждает габсбургский абсолютизм как пагубный воздух, который усыпляет наши чувства и парализует наш дух. Его речь печатается и широко распространяется, вдохновляя других людей по всей империи. Венгры начинают собственную революцию, выдвигая 12 требований, среди которых предоставление автономии, свободная пресса и парламентская реформа. Чешские либералы в Праге создают национальный комитет и также направляют свои требования в Вену. Даже в османской провинции Валахия происходит восстание румынских националистов, вынуждающее отречься от престола местного князя.
малых государствах Германии правители сталкиваются с требованиями народных масс провести реформы. Большинство из них быстро идут на уступки, чтобы не потерять свои троны. Среди толпы выделяется черно-красно-золотой триколор – символ единой Германии. Во Франкфурте собралось первое в истории Германии национальное собрание, на которое прибыли делегаты со всей Германии. Они обсуждают пути реализации либеральной мечты о единой Германии и приступают к разработке национальной конституции. В столице Пруссии, Берлине, студенты и либералы в восторге от происходящего и празднуют падение Меттерниха. Король Фридрих Вильгельм IV обещает реформы, но при этом вводит в город дополнительные войска. Напряжение между берлинцами и солдатами нарастает. И 18 марта протестующие возводят баррикады. Армия атакует их, что приводит к ожесточенным боям на улицах. Погибают 800 демонстрантов. Король, опасаясь резни, выводит войска из города и обещает принять новую конституцию. Не вся Европа принимает перемены. В России император Николай решительно выступает против любых реформ. В день начала царствования его сильно потрясло восстание декабристов. С тех пор он ужесточил цензуру и создал новое подразделение тайной полиции «Третье отделение». Начались репрессии против всех подозреваемых в подрывной деятельности. В числе арестованных писатель Федор Достоевский, которого подвергли инсценировке казни, а затем сослали в Сибирь. В России не будет никаких уступок. По европейским меркам Великобритания уже является либеральной конституционной монархией, и средние слои населения в целом принимают сложившийся статус-кво. Однако в стране существует народное движение, требующее более демократических реформ. Они известны под названием «чертисты» по хартии из 6 пунктов, которую они хотят воплотить в жизнь. На 10 апреля в Лондоне намечен массовый митинг. Вот фотография этого митинга. Власти опасаются насилия и привлекают 80 тысяч дополнительных полицейских, но мероприятие проходит мирно. В Нидерландах король Вильям II поддерживает новую конституцию и проводит реформы, успешно предотвращая революционные волнения. По счастливой случайности Фредерик VII из Дании в январе отказался от королевского абсолютизма и также избежал революции. Однако он сталкивается с восстанием немецких националистов в Шлезвиг-Гольштейне, которое приводит к войне с Германским Союзом. Дания в конечном итоге одерживает победу в этой войне благодаря дипломатической поддержке других европейских держав. В 1848 году поляки возлагали большие надежды на то, что эти революции откроют путь к восстановлению независимой Польши, ведь европейские либералы не раз выражали энтузиазм по поводу этой идеи. Но в реальности ни одна крупная держава не готова рисковать конфронтацией с Россией ради поляков. Польское восстание в Позане подавляется пруссаками, а австрийцы справляются с восстаниями в Кракове и Галиции. Первая эйфорическая фаза европейских революций становится известной как «Весна народов». После ослабления цензуры происходит бурный рост числа газет. Среди них новая радикальная кёльнская газета «Neue Rheinische Zeitung», редактором которой стал Карл Маркс. Возникает ощущение, что наступил рассвет новой эры. Но эти первые успехи основаны на непростом альянсе, что не преминул подчеркнуть Маркс. Либералы из среднего класса хотят конституции, большего участия в политике и свободной прессы. Рабочие, которые являются революционными пехотинцами во многих городах, хотят более дешевой еды и права на труд. Немецкие радикалы подытожили это метким каламбуром,
Свобода выражаться против свободы питаться. Новые европейские парламенты находятся под давлением со стороны консерваторов, которые считают, что они зашли слишком далеко, и со стороны радикалов и социалистов, которые считают, что они продвигаются слишком медленно. Но самое страшное для среднего класса Европы – угроза массовых акций непосредственного действия, социальной революции, толпы. После революции Временное правительство Франции создало национальные мастерские – программу общественных работ, направленную на сокращение безработицы в Париже. Но всего через 3 месяца новое, более консервативное правительство объявляет об их закрытии. 100 тысяч рабочих внезапно остались без работы. Реакция была мгновенной и яростной. В течение 3 июньских дней парижские радикалы противостоят Национальной гвардии и регулярным войскам в кровавой битве на баррикадах. Парижский архиепископ пытается выступить посредником, но оказывается застрелен под перекрестным огнем. На этой примечательной старой фотографии изображены некоторые из парижских баррикад, на которых велись бои тем летом. В итоге войска генерала Кавиньяка убили не менее 1500 рабочих и арестовали еще 12 тысяч, треть из которых депортировали в Алжир. Он считает, что спас Францию от анархии. «Святое дело республики восторжествовало», заявляет он. Французская революция расколола левых и правых, что привело к кровавым последствиям. Это открывает путь для возвращения знаменитого имени из прошлого, обещающего единство и порядок. Той весной консервативные правительства были застигнуты врасплох стремительностью событий. Теперь они начинают сопротивляться. В Праге чешские студенты вступают в столкновение с войсками. Жена австрийского командующего, генерала Виндишгреца, погибает от шальной пули. В ответ он отводит свои войска и подвергает артиллерийскому обстрелу старый город. 43 человека погибают, а студенты сдаются. В Италии король Сардинии и Пьемонта Карл Альберт объявил освободительную войну Италии против Австрии и вторгся в Ломбардо-Венецианское королевство. Его поддерживают другие итальянские государства и националисты-добровольцы, в том числе итальянский легион, возглавляемый профессиональным революционером Джузеппе Гарибальди. Австрийскими войсками в Италии командует 81-летний фельдмаршал Радецкий, выдающийся ветеран наполеоновских войн. Вена приказывает ему вести переговоры. Вместо этого Радецкий проводит блестящую кампанию, отражая наступление пьемонтцев, а затем предпринимает решительную контратаку. Пьемонтские войска в беспорядке отступают, и Карл Альберт заключает перемирие. Летом того же года Иоганн Штраус сочиняет «Марш Радецкого» в честь победы старого генерала. Тем временем отношения Австрии с Венгрией переживают кризис. Эта страна стала фактически независимой с собственным избранным парламентом и премьер-министром Лаишем Батьяни. Но не все хотят быть частью новой Венгрии. Разгораются жестокие этнические конфликты между венграми и румынами в Трансильвании, венграми и сербами в Воеводине, в результате которых гибнут тысячи людей. Еще большую угрозу представляет хорватский генерал Йосип Елачич, пламенный приверженец империи, который берет дело в свои руки и вторгается в провинцию, которую он считает отступнической. Император все еще надеется на мирное урегулирование и посылает верного генерала графа Ламберга принять командование венгерскими вооруженными силами.
Но по прибытии его зверски убивает толпа. Возмущенное императорское правительство объявляет войну венгерским революционерам. Это, в свою очередь, возмущает либералов и радикалов в Вене. На улицах вновь вспыхивают беспорядки, и австрийский военный министр подвергается линчеванию. Войска эвакуируются из города, а император бежит в Ольмюц. Елочич идет на помощь правительству. Под Веной он объединяет свои силы с Виндишгрецем, и они вместе обстреливают город. Затем они атакуют. Октябрьское восстание было подавлено, погибло 2000 человек. Казнены 25 революционных лидеров, в том числе Роберт Блюм, депутат немецкого парламента во Франкфурте. Он становится прославленным мучеником революции. После взятия Вены австрийцы могут приступить к вторжению в Венгрию. Венгры сильно уступают в численности. Будапешт берется штурмом. Венгерское правительство эвакуируется в Дебрецен. После мартовских событий в Берлине король Пруссии удаляется в свой дворец в Потсдаме, расположенный на окраине города. Здесь его окружают верные войска и советники-консерваторы, в том числе 33-летний аристократ Отто фон Бисмарк. На вопрос о том, что делать, Бисмарк ничего не отвечает, а наклоняется к роялю и отстукивает марш прусской пехоты. В Пруссии сильны силы консерватизма. Здесь царит глубокая преданность государству и королю. Союзники, например, Бисмарк, перенимают тактику противника, создавая консервативные политические организации и газеты для привлечения сторонников. К ноябрю король Фридрих Вильгельм, заметив междоусобицу своих противников и поражение Венского восстания, решает действовать. Он приказывает генералу Врангелю ввести 13 тысяч войск в Берлин. Не встречая сопротивления, они входят в город и приказывают прусскому собранию разойтись. Ему ничего не остается, как подчиниться. Пруссия получит свою конституцию, но она будет издана королем и сохранит за ним всю полноту исполнительной власти. Мечты пруссаков о настоящей парламентской системе, даже о республике, рухнули. В декабре на сцену выходят два новых игрока, которые сыграют ключевые роли в судьбе европейских революций. В Вене император Фердинанд отрекается от престола в пользу своего 18-летнего племянника Франца Иосифа. Он будет править до своей смерти в 1916 году. В Париже Луи Наполеон Бонапарт, племянник императора Наполеона, избирается президентом Французской республики, одержав убедительную победу. Он обещает устранить разногласия, навести порядок и вернуть Франции былую славу. В Италии беспорядки продолжаются до 1849 года. В Папской области реформы папы Пия сделали его неожиданным образцом либеральной политики. Однако рост радикализма и насилия, в частности, убийство министра юстиции Пеллегрино Росси, заставили папу Пия бежать из Рима. В его отсутствие была провозглашена Римская республика. Ее возглавил Джузеппе Мадзини, известный представитель итальянского национализма, посвятивший свою жизнь объединению Родины. Но в других местах борьба за Италию идет плохо. Карл Альберт возобновляет войну с Австрией, что приводит к катастрофическим последствиям. В битве при Наварре Радецкий наносит очередное тяжелое поражение.
Карл Альберт отрекается от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила, чтобы избежать республиканской революции. 12 лет спустя он станет первым королем единой Италии. На юге Фердинанд восстанавливает абсолютистское правление и посылает на Сицилию войска, которые подавляют революцию. Затем, к ужасу либералов всей Европы, президент Франции Луи Наполеон посылает войска, чтобы сокрушить Римскую республику и вернуть Папе Римскому его престол. Он решил, что поддержка французских католиков для него важнее, чем судьба итальянских республиканцев. Французские войска возглавляет генерал Удино, сын знаменитого маршала. Защитников Рима возглавил Гарибальди. Но несмотря на умелое и мужественное сопротивление, после двухмесячной осады Рим вынужден капитулировать. Летом того же года Радецкий захватывает Венецию и ликвидирует республику. В марте национальный парламент Германии во Франкфурте окончательно согласовал Конституцию Объединенной Германии. Это должна быть конституционная монархия под властью кайзера. На эту роль был назначен Фридрих Вильгельм Прусский. И когда он отказывается от этого предложения, план обречен на гибель. Публично он говорит, что без согласия других германских герцогов это невозможно. В частной беседе он говорит, что никогда не примет корону из сточной канавы, опозоренную вонью революции. Восстания в поддержку национальной конституции вспыхивают в Саксонии, Пфальце и Великом герцогстве Баден. Они подавляются местными силами при поддержке прусских войск. Сам франкфуртский парламент был распущен. Рухнули надежды на создание единой Германии на основе либеральной конституции. В Австрии новый император Франц Иосиф издает собственную конституцию, возвращая себе практически всю политическую власть. Он также отменяет все либеральные реформы, принятые венгерским парламентом и известные как «апрельские законы». В ответ Лаеш Кошут провозглашает официальную независимость Венгрии, и в стране начинается чрезвычайная кампания военной мобилизации. Венгерский командующий генерал Георгий вновь захватывает Будапешт. Затем он начинает кровавый штурм Будайской крепости, перебив ее австрийский гарнизон. В отчаянии австрийский император отправляется в Варшаву, чтобы официально попросить у российского императора военной помощи. Русские войска уже вошли в Молдавию, а затем в Валахию, чтобы подавить румынскую либеральную революцию. Теперь Николай соглашается послать войска в Венгрию, чтобы подавить врагов порядка и спокойствия. Венгрия оказалась в безвыходном стратегическом положении. Она окружена, и численное превосходство более чем 2 к 1. Совместный натиск оказывается непреодолимым. Венгерские войска были отброшены на юг и в конце концов вынуждены капитулировать. Вслед за этим были казнены около 120 венгерских политиков и офицеров. Так закончилась война за независимость Венгрии. «1848 год не был похож ни на один другой. Серия динамичных политических событий, следовавших одно за другим, как падающие кости домино. Но что было достигнуто? Один британский историк назвал 1848 год поворотным пунктом, в котором современная история не смогла повернуть. И при всей эйфории европейской весны народов к 1849 году казалось, что контрреволюционеры победили повсюду.
Но некоторые достижения все же удалось сохранить. Например, отмену крепостного права в Австрии и всеобщее избирательное право во Франции. Хотя в 1852 году, после того, как Луи Наполеон сделал себя императором, Франция стала менее демократичной. По всей Европе правительства модернизировались и уделяли больше внимания экономическим и социальным проблемам, отчасти в ответ на новые вызовы, возникшие в результате политики социалистов и рабочего класса. Сторонники объединения Германии и Италии потерпели неудачу, но добились гигантских успехов и извлекли важнейшие уроки. Их цели должны быть достигнуты не одними идеями, а силовыми методами. По словам Бисмарка, великие вопросы современности должны были решаться не речами и решениями большинства, но железом и кровью. Именно войны, развязанные могущественными монархиями, объединили Германию и Италию. Наследие 1848 года, как хорошее, так и плохое, будет ощущаться еще многие десятилетия. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео.